Это один из самых ароматных новогодних кексов, которые я пробовала, с мандаринами, миндалем и тонкой пряной ноткой розмарина. Он получается насыщенным и по-настоящему праздничным. Все ингредиенты и точные пропорции вы найдете в описании под видео. А начну я, пожалуй, с подготовки пряных трав. Мяты и розмарина. Самое главное, с ними не переборщить, они хороши в меру. Нужно измельчить их вместе с пшеничной мукой, чтобы они равномерно распределили свои ароматы по всему кексу. В итоге получается вот такая ароматизированная мука с измельченными частичками трав. Это то, что нужно. Теперь к муке добавляем разрыхлитель, соль и молотый кориандр. Кориандр здесь работает как полноценная пряность. Вместе с розмарином он формирует характер кекса и делает вкус более глубоким и зимним. Теперь переходим к мандаринам. Нужно снять цедру с 3-4 мандарин и перетереть ее с сахаром. Ароматизация сахара помогает максимально раскрыть цитрусовый аромат. Теперь очищаю мандарины, с которых была снята цедра, и пробиваю мандарины блендером до однородного пюре. Теперь в отдельной миске соединяем яйца с ароматизированным сахаром и медом и просто перемешиваем венчиком до однородности. Взбивать здесь миксером не нужно, для кекса важна плотная стабильная структура. Теперь добавляем мандариновое пюре к яичной массе и снова все перемешиваем. Ну а теперь пришла очередь сухих ингредиентов. Добавляем подготовленную сухую смесь с мукой, специями и измельченными травами. Перемешиваем до однородности и туда же следом отправляем миндальную муку. Ну что, добавляем последние ингредиенты. Это растопленное, но не горячее сливочное масло и растительное оливковое масло. Его, кстати, можно заменить на рафинированное подсолнечное. Такое сочетание масел дает насыщенный вкус и при этом сохраняет кекс очень сочным. Форму для кекса во избежание прилипания смазываю сливочным маслом и перетрушиваю мукой. И, конечно, лишнюю муку из формы убираю. И аккуратно распределяю тесто по форме. Какой же это завораживающий процесс! Сверху слегка прохожусь деревянной шпажкой или зубочисткой, убирая образовавшиеся пузыри воздуха. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов около 50-60 минут до сухой шпажки. Ориентируйтесь по своей духовке. После выпечки даю кексу минут 5-7 побыть в форме и потом сразу же достаю его из формы, так как он идеально от нее отходит и не успевает к ней прилипнуть. Какой же он получился красивый и идеальный! Потом перекладываю кекс на решетку и даю полностью остыть. Когда кекс остыл, готовлю глазурь. Вы можете использовать любую глазурь на ваш вкус. Я решила сделать шоколадную. Растопила на водяной бане одну шоколадку, какая у меня была, и добавила уже к растопленному шоколаду растительное масло. Вы можете использовать подсолнечное масло без запаха, но я решила проэкспериментировать и использовала кунжутное масло. Получилась очень вкусная глазурь, которая максимально сочетается с ароматикой этого кекса. Добавление масла регулировала на глаз. Важно, чтобы глазурь была текучей. Если она будет слишком густая, она не сможет у вас разлиться по кексу. Добавили немножко масла, перемешали и посмотрели на текучесть. Если подошла, сразу же в этот же момент выливайте ее на кекс. Потом даю глазури распределиться по кексу, немного стабилизироваться и сразу украшаю веточками розмарина и зернами граната. Декор тут может быть абсолютно любой, поэтому смело ориентируйтесь на свой вкус.
Кекс получился очень гармоничным, насыщенный, пряный, с ярким ароматом. Он отлично раскрывается на второй-третий день после выпечки и идеально подходит для праздничного стола. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Пусть праздники будут теплыми, вкусными и спокойными.